Привет! Предлагаю тебе связать вместе со мной такую сумочку для телефона или любой другой мелочи. Вяжется она непрерывисто и идеально подходит для новичков. Размер этой сумки у меня 9 сантиметров в ширину и в обычном простом невытянутом состоянии 15 в длину. Я буду использовать крючок номер 3, а также хлопковую пряжу. Подойдет любая, которая будет подходить под ваш размер крючка. Я буду использовать вот эту. Хлопковая пряжа 100%. Это Барокко Max Color. Зеленый цвет. Вам не нужен, естественно, весь моток. Я буду использовать остатки пряжи. Думаю, что мне вот таких 2 моточка в целом хватит. И мы начинаем наше вязание. Завожу под рабочую нить, оставляя небольшой кусочек хвостика. Здесь вот так завожу хвостик пряжи и сразу здесь начинаю набирать воздушные петли. Вот это обычно все затягивают, но я это оставляю. Это будет у нас первая петля. Нам нужно будет с вами набрать количество петель, которое будет делиться на 2, четное количество, плюс 1. То есть, например, в моем случае я набираю 18 петель плюс 1, это будет 19. Первая у нас уже есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. С этого у нас сразу в 19 воздушной петле от нее пойдет как раз столбик с накидом. Мы не будем его набирать воздушными петлями, я вам покажу другой способ. Что мы делаем? Мы переворачиваем сейчас нашу работу и видим вот эти на обратной стороне вот такие небольшие арочки. Последнюю петлю лучше сделать посвободнее, то есть в моем случае 19-ю. Я вот ее распускаю, чуть-чуть делаю посвободнее, чтобы вот эта арочка была побольше и было легко в нее вставлять крючок. Следующее, мы делаем сразу здесь столбик с накидом, делаем имитацию. Я завожу крючок вот под эту небольшую арку, цепляю рабочую нить, ее вытаскиваю, 2 петли на крючке, провожу через них рабочую нить. Теперь я завожу крючок под вот эту первую петлю вот таким образом и вывожу через нее, только через нее одну рабочую нить. Снова у нас 2 получилось петли на крючке. И теперь полностью через обе петли провожу рабочую нить. Вот у нас мы сделали имитацию столбика с накидом. Это у нас начало уже, скажем так, второго ряда. И теперь мы будем здесь выстраивать наш рисунок. Каким образом? У нас рисунок столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Это и будет весь наш, в общем-то, рисунок. Мы делаем здесь воздушную петлю, так как столбик с накидом у нас уже есть. Теперь мы будем это вязать через одну. То есть вот здесь сейчас мы сделали с вами столбик с накидом. Теперь мы через одну. Вот этот бугорочек мы сейчас пропускаем и в следующий провязываем столбик с накидом. Делаем накид. Вот он у нас. Мы провязываем первый раз через эти столбики, чтобы у нас просто хорошо рисунок уселся, скажем так, потому что мы пойдем потом в обратную вот так вот сторону, будем уже вязать по кругу, и чтобы у нас не было никаких сильно растянутых петель.
Соответственно, первый ряд очень удобно вот провязывать не в косички, а вот в обратные вот эти вот третью, скажем так, петли. Снова воздушная петля. Снова ищем через один. Одну пропускаем и в следующую. Накид. Столбик с одним накидом. Снова воздушная петля, накид. Ищем вот эту одну, пропускаем. Вот идем в следующую. То есть мы просто нашу цепочку из воздушных петель перевернули вверх дном и вяжем. То же самое мы в целом вяжем под вот эти косички, но перевернутые. Снова воздушная петля. Через одну. Воздушная петля. Через одну. Вот уже рисунок у нас выстраивается. Воздушная петля, накид, через одну. Вот эту пропускаем, следующую вставляем крючок. Воздушная петля, накид, снова через одну. Вот мы почти дошли до конца ряда, у нас как раз остается последний. Вот у нас здесь одну мы пропускаем, и вот с чего мы начали. Делаем накид, и мы заводим крючок вот в эту. Вот сюда. Здесь потом можно подтянуть будет, ничего страшного, это нормально. И вот это сейчас то, что мы с вами провязали, это будет дно нашей сумочки. Количество, которое мы с вами набирали в начале, оно определяет как раз-таки размер вашей сумки. То есть в данном случае я вяжу сумочку для телефона, и в начале, когда вы наберете количество воздушных петель, вы можете сначала прям проверить обязательно, подходит ли это под размер телефона или для чего вы вяжете. В моем случае все отлично проходит, именно это будет дно. Вот можно прям даже так. То есть здесь все отлично у нас вмещается. Теперь мы будем обвязывать, пойдем по кругу формировать наше изделие. И начинаем мы также с имитации столбика с накидом. Если до этого можно, в целом самый легкий способ это набирать 2 петли для подъема, и вот здесь третья будет как раз таки петля между столбиками с накидом. Можно так делать, но, конечно, эстетичнее будет делать вот эту имитацию, потому что просто воздушные петли, они по сравнению со столбиком с накидом, они тоньше. Соответственно, у нас будет действительно разница в размере. Она не совсем заметна, но все же. В этом случае что мы делаем? У нас вот с вами, скажем так, 2 сейчас петли. Мы с вами заводим вот сюда крючок во вторую, которая ближе к руке. Выводим рабочую нить и через 2 петли опять рабочую нить. Теперь снова так же, как в начале, мы в первую заводим крючок, выводим только через нее одну рабочую нить. У нас снова 2 петли на крючке и в конце выводим рабочую нить через 2. Вот у нас имитация
нашего столбика с одним накидом получилось. И это у нас будет как раз начало нашего ряда, вот это начало нашей стенки. Теперь смотрите, мы идем дальше, также сохраняя наш рисунок. Одна воздушная петля. И теперь мы с вами провязываем столбик с накидом вот сюда. То есть мы сейчас пойдем по кругу. Будем формировать нашу стенку. Здесь, смотрите, мы с вами будем заводить крючок. Вот у нас есть вот этот кончик. И этот кончик, он вот здесь вот видно. И нам нужно с вами завести наш крючок так, чтобы кончик оказался над крючком. И вывязываем здесь столбик с накидом. Отлично, вот у нас стенка начинает формироваться. Это боковина. Дальше воздушная петля, и мы идем уже не сюда. Здесь важно на это обратить внимание, потому что мы с вами, вот она, стеночку обвязали. Нам нужно следующий провязать вот в этот столбик. Здесь, так как, смотрите, мы перевернули, мы вернулись к нашей воздушным петлям в начале, и мы будем провязывать по классике именно под петли. Накид, потому что мы уже сделали воздушную петлю. И вот сюда, следующий столбик с накидом. Здесь сразу проверяйте. Должна формироваться вот такая стеночка, такой уголок. Вот так это выглядит. Вот супер. Мы здесь начало ряда. Все отлично, все сформировано. Можете выворачивать, чтобы проверить, как вам будет комфортнее. Отлично. Едем дальше. Воздушная петля. Снова вот сюда. Под наши первые петли, полностью под петлю. В этом ряде мы делаем именно так. Воздушная петля, снова столбик с одним накидом. В этом ряду мы провязываем и вводим крючок под петли. В следующем ряду мы будем вязать в раскол. Раскол слово не страшное, пугаться его не нужно. Просто он позволит нам сохранить ровность наших столбиков. Мы дошли до следующей боковушки. То же самое. Сохраняем рисунок. Воздушная петля, накид. Теперь куда мы здесь вставляем наш крючок. Вот посмотрите. Здесь у нас имитация, мы помним, да? У нас здесь имитация нашего столбика с накидом. Поэтому если мы вот так чуть развернем, мы увидим тоже петли. И мы с вами сейчас вставляем наш крючок. Вот смотрите, вот у нас одна петля. Точнее, вот так вот боковушку вам поверну. Вот она, одна петля. Должна быть свободна эта серединка. И мы вставляем сейчас вот сюда. Под целую вот оно, петлю. Захватываем ее. Под обе стенки. И теперь мы провязываем боковушку. Здесь то же самое. Воздушная петля, накид. И теперь мы смотрим, самое простое, это с другой стороны. То есть вот у нас петля от столбика, куда мы будем следующее провязывать.
вот у нас петля должна быть свободной. И вот сюда мы вставляем наш крючок. Также под обе стенки. И здесь провязываем столбик с накидом. Отлично, вот у нас вырисовывается вторая стенка. Снова воздушная петля, накид, и мы уже вяжем не сюда, главное это, да, помнить, а вот как раз следующую. Здесь мы тоже сохраним вот этот мы будем провязывать под петли, как обычно. Воздушная петля. И мы доходим также до конца ряда, вот до нашей боковушки, потому что здесь мы будем уже соединять круг. Итак, смотрите, мы с вами довязали. Здесь важно как раз-таки помнить вот этот момент, то есть первые два ряда, они основополагающие. И здесь главное не совершить ошибку, не провязать ненужный лишний столбик. Если мы с вами вот так вот сложим донышко наше, вот оно как раз вырисовывается, видите, то мы должны как раз с вами, вот, казалось бы, вроде надо провязать сюда и где-то соединить здесь, но нет. Нам нужно вот последний, вот если вы видите здесь вот это пространство, эти два квадратика, мы должны соединить уже вот здесь. Так как у нас уже есть это вот начало этого ряда, вот есть этот столбик, мы с вами сейчас делаем воздушную петлю, чтобы сохранить наш рисунок. Воздушная петля между столбиками должна быть обязательно, иначе сломается рисунок. И здесь уже без накида, вот мы ищем вот наш столбик, нашу имитацию. И тут ищем вторую петлю. Вот она первая, вот она вторая. Она еще самое, вот, скажем так, самое толстое место в этой имитации. Это и будет верхушка. То есть вот эта вот петелька, это как раз серединка, и вот это следующее идет уже к столбику. Соответственно, мы смотрите, что делаем. Как следующие ряды, и следующие ряды мы будем соединять. Мы заводим в это самое толстое место под 2 петли наш крючок. Вы можете, если что, перевернуть вот так по часовой, перевернуть работу. Здесь мы цепляем рабочую нить и вот выводим ее как бы назад. Вот таким образом. Здесь у нас рабочая нить должна быть за крючком. Мы меняем вот так. Вот такая вот картинка вырисовывается. Теперь мы в то же место, в то же самое место, откуда мы, точнее, заводили крючок. То есть вот здесь мы вот так заводили с вами. Но теперь в это же место, но только спереди. То же самое. Заводим крючок, цепляем рабочую нить. Выводим рабочую нить через 2 петли на крючке. Теперь снова через переднюю заводим только крючок и выводим через эту одну петлю рабочую нить, чтобы у нас снова образовалось 2 петли на крючке. И мы снова вытягиваем рабочую нить через обе 2. Мы, во-первых, таким образом соединили наш круг. Если мы вот сейчас сделаем так. Вот образовалось дно
донышко и первая стенка, да, со всех 4 сторон. И также мы с вами сразу сделали столбик с одним накидом уже на второй, точнее на следующий, это 3-й ряд. На второй будем считать круг со всеми стенками. Соответственно, это начало следующего ряда, и мы здесь опять же делаем воздушную петлю и идем по рисунку. Делаем накид, но здесь мы с вами теперь с этого начиная ряда мы будем вязать с вами в раскол. И еще, посмотрите, мы будем с вами делать за заднюю стенку, то есть вот у нас идет косичка, и мы будем с вами вводить крючок в эту косичку в середину, за заднюю стенку, чтобы у нас была небольшая ребристость в нашей сумочке. Но также, чтобы у нас столбик был над столбиком, все ровно было, мы заводим как вот под эту одну петлю заднюю стенку, так и под петлю в нашем столбике. Ее видно, когда вы переворачиваете работу. Вот она. Отчетливо вот здесь вот видна. Соответственно, давайте еще раз. Делаем накид. Чуть-чуть на себя проворачиваем. Цепляем заднюю стенку косички и петлю от столбика предыдущего. И провязываем столбик с накидом. Во-первых, у нас будут столбики над столбиком таким образом формироваться. Снова воздушная петля, снова ищем наш столбик, вот он. Делаем накид обязательно. Задняя стенка. Мы чуть-чуть переворачиваем и вот под 2. Тут, чтобы не мешалось, вот под 2. Угу. Снова вытягиваем рабочую нить. Воздушная петля. Снова ищем следующий столбик. Вот он. Накид есть. Чуть-чуть на себя проворачиваем. Вот он. Цепляем вовнутрь и вот они, видите, 2. Как бы косичка изнутри. Можно так в целом интерпретировать. И выводим. Обязательно не забываем, самое главное, делать между столбиками воздушную петлю, чтобы сохранить вот этот рисунок, чтобы столбик, петля, столбик, петля, столбик, петля и так далее. Чтобы у нас не было 2 провязанных столбика рядом. И вот так по кругу, и мы доходим снова до места, где у нас было начало ряда. Здесь я вам еще предлагаю сразу либо вводить какую-то ниточку цветную вот в эту верхушку. Сразу вот вы провязали, и в верхушку вот этого первого столбика вводить, точнее вот он, вводить, может быть, маркер цеплять, либо какую-то ниточку, чтобы вы не путались и не провязывали следом, знаете, просто по кругу вязать, вязать, вязать. Нет, потому что нам нужно будет дойти до этого места снова, как я показала ранее, подсоединить последний столбик, чтобы замкнуть круг, перейти на новый ряд и опять вязать по кругу. Давайте дойду до конца и покажу снова.
как мы переходим на следующий ряд. Здесь же мы вяжем с вами просто по кругу, но главное, с этого ряда мы это делаем за заднюю стенку и обязательно цепляем вот эту маленькую петельку из столбика, провязанного ранее, чтобы у нас просто столбик над столбиком сохранялся, чтобы у нас было вот так красиво, когда мы выравниваем, но столбик над столбиком. Выглядит очень эстетично, аккуратно. Вот я довязала до конца ряда, и нужно снова соединить, перейти к следующему кругу. И снова показываю, как мы делаем. Мы находим верхушку нашего первого столбика с накидом. Это самое толстое место, скажем так. Заводим изнутри изделия, то есть крючком на себя. Захватываем нашу петельку рабочую и вытягиваем ее. Здесь можно работу в целом повернуть на себя сначала, чтобы это сделать, и потом вернуть ее обратно. Обязательно рабочая нить должна быть за крючком, то есть мы перетеваем. Все отлично. Вот мы соединили. И теперь сразу начинаем следующий ряд. Теперь покажу. Вот в то же место. В то же место мы выводим крючок, но уже от себя вовнутрь. Цепляем рабочую нить, вытягиваем. Получается 2 петли на крючке и вытягиваем рабочую нить через них. Затем снова возвращаемся в первую петлю, которая ближе к крючку, и через одну нее вытягиваем рабочую нить, только через одну, чтобы у нас вот опять образовались 2 петли на крючке, и снова вытягиваем рабочую нить уже через 2 петли, уже через 2 петли на крючке. Вот у нас образовался, да, столбик вот с накидом, его имитация. И мы продолжаем просто по нашему рисунку снова новый круг, сохраняя наш паттерн. Воздушная петля, накид, и как мы и делали, да, вот за заднюю стенку, но в раскол. И вот таким образом мы вяжем тот размер сумочки, точнее ту высоту сумочки, которую нам необходимо. Это зависит от того, в принципе, сколько у вас была ширина, которая вам нужна, высота под телефон или под книгу, или под что вы еще вяжете, или просто сумочка. И вот так желательно по кругу мы до нужной нам высоты вяжем. Сразу вот тут можно уже увидеть, как мы вяжем за заднюю стенку. Вот такой у нас ребристый рисунок, эффект такой получается. Когда, естественно, например, сумочка больше, вот у меня есть почти готовая белая, вот тут видно. То есть есть вот это ребристо сохраняется. Если вязать раскол, но под всю, то есть если вы будете вот эту всю петельку и вот эту еще третью от столбика цеплять, вязать, да, то есть не за заднюю стенку, а под всю петлю, но при этом в раскол, то у вас будет здесь ровный рисунок, ровный эффект, ничего не будет такого ребристого находиться, но мне вот нравится этот вариант, он достаточно визуально интересно выглядит, когда смотришь прямо на сумочку, этого не видно, но сбоку появляется интересный рельеф. Так вот, я уже закончила высоту, провязала, которая мне нужна здесь. Соответственно, мы сейчас должны с вами
закончить вязание основного изделия и перейти к ручкам. Ручка у нас будет в виде одного ремешка цельного, тоже у нас без сшивания. Поэтому здесь мы заканчиваем следующим образом. Не забываем про наш рисунок. Здесь должен быть после столбика с накидом должна быть воздушная петля. Но закрывать я теперь буду обычным способом, обычной соединительной петлей. То есть ищем начало столбика, да, у нас с начала ряда. И уже под полную просто петельку завожу крючок. И эту же петлю, которая образовалась у нас, я через воздушную петлю, которая у нас была на крючке, провожу. Вот мы закрыли. Теперь нам нужно перейти в серединку нашей боковинки. То есть вот этот квадратик, так как мы начинали наш ряд, это у нас боковушка нашей сумочки. Именно, соответственно, с серединки этой боковушки логичнее будет провязывать ручку, ремешок. Мы делаем следующим образом. Мы сначала одну соединительную петлю провязываем. Это получается у нас в серединку. Теперь мы заводим крючок так же, как и при соединительной петле. Но здесь, так как это у нас столбик предыдущий идет, мы не забываем еще и про нашу дополнительную вот эту полупетлю. И просто тоже вытягиваем рабочую нить и больше не провязываем. Все, мы вот так вот оставляем. И теперь у нас начинается рисунок нашего ремешка, точнее паттерн. Вязание очень здесь довольно-таки легкое. Единственное, нужно будет следить за вот этой самой крайней левой петлей. Смотрите, в чем дело. Как мы делаем? Вот у нас сейчас 2 петли. Мы прихватываем пальцем левую крайнюю и снимаем крючок с нее. Захватываем рабочую нить и проводим через правую петлю. Теперь возвращаем на крючок нашу левую петлю и рабочую нить только через нее одну. Вот так проводим, провязываем. Снова мы захватываем пальцем, чтобы у нас ниточка не сбежала, да, рабочая нить не вытянула обратно. Снимаем, провязываем сначала правую, возвращаем крючок в левую петлю и провязываем рабочую нить через нее одну. Еще раз покажу. Придерживаем вот так аккуратно, чтобы у нас не выскочило. Провязываем сначала через правую, то есть мы как бы воздушные петли провязываем, но поочередно. Сначала в правую, затем в левую петлю. Вот так. Таким образом получается очень хорошая, красивая и прочный ремешок провязывается. И можно его использовать как ремешок для сумок, так и просто, например, как шнурок для каких-то изделий. То есть я, например, провязывала такой шнурочек, вязала для своих чокеров, например, цветочных. Или также можно, если вы вяжете какой-то топ, вот можно такую завязку делать. Вот смотрите, как получается. Все здесь красиво оформлено. Здесь он такой вот плотненький, полненький, но при этом очень симпатичный. Итак, вяжем таким образом ту длину ремешка, которую вам хочется, которая вам нравится и вам будет удобно. Вот я сделала длину, которая мне нужна. Теперь, как мы заканчиваем? Мы сначала также провязываем только в правую, возвращаем, и теперь мы проводим через 2 петли сразу, и вот на этом заканчиваем вязать наш шнурок. Здесь
мы просто ниточку чуть-чуть вытягиваем и небольшой кусочек вот здесь где-то обрезаем, чтобы нам оставалась нить для сшивания и соединения с нашей сумочкой. Мы также проверяем место, куда и определяем, куда нам нужно подсоединить. Нам нужно найти, значит, донышко. Вот оно, донышко у нас. И вот именно вот эту боковую сторону, боковой ряд. И можно отметить маркером. Я отмечу чуть пониже, просто чтобы не запутаться, не потерять, скажем так, нужную мне сторону, нужный мне квадратик наверху. Отлично. И теперь нам нужно будет подсоединить в серединку. Следующим образом. Что мы делаем? Мы с вами убираем крючок. И здесь тоже вот ищем нашу серединку. И снаружи, получается, вовнутрь мы заводим крючок под всю петлю. Захватываем петлю на нашем ремешке и вытягиваем вот таким образом. Теперь мы ищем столбик, да, который у нас здесь также снаружи вовнутрь захватываем всю петлю и также, чтобы у нас не было дырочки, да, мы помним про еще одну петельку и опять же вытягиваем рабочую нить и делаем здесь соединительную петлю. Вот таким образом. Вот получается. И теперь здесь мы вытягиваем рабочую нить. То есть мы хорошенечко вот здесь подтягиваем все. И теперь нам вот эту нить нужно просто спрятать в рисунок нашей сумочки. Для этого можно использовать либо крючок, либо иголку. И вот так просто начинаем прятать, обязательно подтянув хорошенечко вот здесь, чтобы у нас не было никаких зазоров. Можно вернуться, когда вот вы ушли, например, вовнутрь. По внутренней части легче всего прятать, чтобы не отражалось это снаружи нашего изделия. Здесь можно уже прятать аккуратно. Можно делать дополнительный даже, например, узелок. Вот спрятали так, зашли под одну петельку, нашли какую-нибудь. И, например, вытягиваете. И, например, вот это у нас образовалось, да? Делаете здесь узелок. Но не обрезайте здесь сразу же, а спрячьте еще нить, например, вот здесь. Главное не выходить на лицевую сторону изделия, чтобы там не было лишних каких-то нитей, чтобы не было изменения рисунка. Попрятали по лабиринтам, походили. Скажем так, вашей сумочке можно вернуться к вашему ремешку и
спрятать эту нить в ремешке. Таким вот образом. Сейчас вернусь, вам покажу. Вот эти манипуляции просто нужны для того, чтобы у вас ниточка здесь не развязалась и потом ремешок не отпал. По сути, возможно, можно просто меньше каких-то вариантов спрятать. И лучше иголку, конечно, брать чуть-чуть поменьше. Это не совсем удобно. Она достаточно большая для такой нити. Нить не очень-то толстая. Здесь эта иголка пластиковая больше подходит для каких-то толстых изделий. Вот здесь аккуратно, просто небольшими какими-то вот вовнутрь. Вот здесь чуть подтянуть и обрезать, чтобы у нас сейчас вот при вытягивании ниточка просто ушла. Вот. Отлично. Вот мы и сделали сумочку. Маркер можно убрать. Также запрятать, вывернуть и запрятать вот эту нить. То же самое, тем же способом. Можно здесь крючком, можно иголкой также. По желанию можно добавить, связать кармашек. Уже без такого узора можно сделать с таким же узором дополнительным. Можно добавить какие-то бусины, цветочки, все, что вам нравится. Вот такая сумка получается. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите в комментариях, было ли все понятно. Обязательно прочитаю, отвечу, если у вас возникнут какие-то вопросы. Ну и, конечно, делитесь, связали ли вы, какой размер у вас получился сумочки и что вы хотите в дальнейшем связать еще со мной. Всем спасибо, всем пока!